Девы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. Для вас снимаю ваш прогноз на Мабон, на урожай года. В этом прогнозе будем с вами подводить итоги периода, а именно с Имбока по Мабон. Это с 1 февраля по 23 сентября. Не зря его называют урожаем года. Почему? Потому что мы смотрим, что у вас произошло, чего вы достигли, над чем нужно еще поработать, к чему стремиться, да, и какие испытания вас ожидают впереди. Поэтому настраиваемся, воспринимаем информацию только в позитивном ключе и смотрим, что же за события вас ожидает в предстоящем периоде. Итак, все это время, весь этот период, откуда вы черпали свои жизненные силы? Здесь по шестерке мечей, могу сказать, в переменах. Несмотря на то, что вы у нас как бы стабильный знак, который говорит о ситуации, что вы консервативный, вы не любите перемен, но вместе с тем, вот это какая-то новизна, вот этот хаос, который вошел в вашу жизнь, он заставил вас шевелиться, заставил адаптироваться, меняться, подстраиваться под условия, мыслить критически. Не всегда это вопросы переезда, перемещения, смены места жительства. Для кого-то это изменение вообще условий жизни. Начиная от вопросов работы, работа, которая может быть дистанционна, до подхода, до движения вперед, из серии. Вы стремились что-то выучить, не было возможностей, времени, вдохновения. Теперь ситуация, обстоятельства заставляют или вынуждают. И как следствие вы делаете какие-то действия в этом направлении. Почему? Вас уже здесь не пугает неизвестность, вы хотите получить какую-то подстраховку, поэтому за собой несете такой багаж знаний и стремитесь к получению нового опыта. Да, у кого-то это переезд, смена места жительства, обретение состояния покоя, зоны комфорта. Ну и в остальном это, в принципе, изменение сознания, посмотреть на вещи по-другому, потому что здесь под покровом ночи как открывается новая информация, новые тайны. Каковы ваши слабые стороны за этот период, то есть с 1 февраля по 23 сентября? У вас прям как у львов, один в один. Это излишняя забота, попечительство, благотворительность, гиперопека, которую вы могли оказывать своим близким, родственникам, детям. У вас желание всех обнять, всех обогреть, всем помочь. Но, повторюсь, здесь вот эта ваша излишняя добродетель может сыграть против вас злую шутку. Во-первых, получить себе иждивенцев на шею. Кто-то действительно сядет вам и свесит ножки и не будет прикладывать усилия для своего роста, для стабилизации своей жизни и жизненной ситуации. Помимо всего прочего, по этой карте, это, знаете, когда вы помогаете всем без разбора. А я говорила у львов, что помогать, как ни странно, нужно выборочно. Во-первых, человек должен вас попросить о помощи, а во-вторых, вы должны убедиться в том, что он действительно в этой помощи нуждается. Так, потому что, знаете, как простота хуже воровства. И вот здесь это должно быть выверено. Даже у практиков есть такое негласное правило. Помогать нужно не всем. Иногда какие-то вещи либо ситуации человек мог заслужить по карме, и нам нельзя вмешиваться в эти процессы. Еще. Шестерка пентаклей – это может быть желание инвестировать во все и сразу. Опять же, не разбираясь, будет ли это продуктивным. С одной стороны, это попытки в чем-то себя предостеречь и создать себе финансовую базу, а с другой стороны, это какое-то бездумное, безрассудное вложение ресурсов. Да, где-то вы выиграете, где-то потеряете, но это может вам принести, знаете, говорю, немало стрессов. Хорошо. Ваша сильная сторона. Вы готовы сражаться с любым драконом, с любыми препятствиями, ситуациями и обстоятельствами. Вас ничего не страшит. Вот это самый главный плюс. То есть вы готовы браться за любую тяжелую работу, за любые обстоятельства и двигаться вперед. Но при этом, знаете, желание новизны, мотивации, нежелание быть кому-то или чему-то привязанным – это ваше главное жизненное кредо. Потому что здесь такая вот позиция «хочу быть свободным мастером». Еще рыцарь жезлов – это то, что вы не унываете, знаете, как работаете, не покладая руки, помимо всего прочего, не могут вас ловить обстоятельства. Какой бы там ни был страшен черт, но не так он страшен, как его малюют. Поэтому, несмотря на невзгоды, вы двигаетесь дальше и, соответственно, смело преодолеваете те проблемы, которые могут возникать на вашем жизненном пути. За что вы должны быть благодарны?
прошедшего периода, то есть с февраля по сентябрь. По аркану жрица. Ну, во-первых, благодарны тому факту, что вы стали опираться на свою интуицию. У кого-то она стала лучше работать. У кого-то стали проявляться вещи сны, вещи знаки, как поддержка, как связь очень сильная с вашим внутренним «я». За что еще должны быть благодарны? Это духовный рост, личностный рост. Это желание погрузиться в основу бытия. Понять причинно-следственные связи. То есть у кого-то действительно может возникнуть интерес к эзотерике, которую вы будете использовать на практике, она вам будет служить во благо. Плюс здесь, если были деструктивные программы, то выявить и почиститься, то есть избавиться от них, то есть прояснить для себя какую-то информацию, выявить какую-то тайну, информация, которая вам служит во благо. Но еще такой момент, если у вас была какая-то мега-тайна, то это информация, которая сохранится и никому не будет известна. Соответственно, вас убережет от каких-то проблем. Хорошо, над чем вам необходимо еще работать? По тузу чаш это нет радости в жизни. Причем радости не то, что у вас, и у вашего окружения. Ну, в чем-то вы суховаты на эмоции. Я не говорю, что вы прям такие прям сушки или зануды, но туз чаш – это когда нужно, во-первых, научиться самому или самой радоваться жизни, создавать комфортную обстановку, потому что туз чаш – это радость жизни, это роскошь жизни, это зона комфорта. Поэтому создаем это для себя, создаем этот уют и комфорт для вашей семьи, для вашего окружения. Говорим о своих чувствах, признаем вину, то есть мы готовы испытывать любой спектр эмоций, от положительных до негативных, и этими эмоциями делиться. Не с позиции кого-то нагрузить каким-то своим негативом, нет. Но вы должны говорить о том, что вас тревожит, то есть не держать эмоции в себе. Еще туз чаш. Над чем нужно работать? У кого-то это построение жизни, у кого-то получение радости жизни. То есть выходить из апатии, хандры, застоя. То есть найти какое-то увлечение, найти то, что вас подпитывает и что вас заставляет двигаться дальше. Что у вас рождает мотивацию. То есть здесь первооснова – это вот нет эмоций. Дни как серые скучные будни. Я понимаю, что не у всех есть финансовые ресурсы, временные возможности, но тем не менее. Какие-то бытовые радости. У кого-то съесть шоколадку, у кого-то прочесть книгу, у кого-то пообщаться с друзьями, либо заняться рукоделием. Неважно, что это, или пойти на тренировку. У каждого свое, но тем не менее наполнять себя теми эмоциями, которые вас максимально подпитывают. Но опять же, если с точки зрения защиты, то это защита, которая действительно будет рабочая, потому что туз чаш, она указывает на ситуацию, когда ваша энергия находится и в балансе, и не перевешивает ваши эмоции в негатив. То есть вы выходите из депрессивных состояний. Каков был главный кармический урок прошедшего периода? Справедливость. Вот здесь, как ни странно, но услышьте меня. Все, что в жизни с вами происходит, это вы получаете по карме. По своей, по карме вашего рода. И также по вашим поступкам и действиям. Да? То есть как аукнется, так откликнется. Вы должны понимать эту взаимосвязь. Но вместе с тем, если вы кого-то судите, вы должны быть непредвзяты, то есть не закрывать глаза на какие-то обстоятельства, не принимать чью-то сторону, а быть объективным. Опять же, если это какие-то вопросы, то все решать в рамках правового поля, то есть никаких схем, никаких, как это сказать, откатов, офшоров, у каждого свое. Либо если это решение вопросов выяснения взаимоотношений, то все в рамках правового поля. Ничего силой, ничего иными попытками, способами воздействия. Все по букве закона. Опять же, если, допустим, вы выезжаете куда-то, где-то находитесь, заниматься оформлением документов, чтобы вы находились где-то официально, то есть не надеяться на авось, что вас там где-то пронесет или все пройдет само по себе. Правосудие – это всегда, что вы можете попасться на каких-то бумагах, документах. То есть найдут, каким образом вас в решении вопросов прижать. Если это фирма, чтобы вы подчистили там всю свою черную бухгалтерию, все было чисто, красиво, и чтобы комар носа не подточил. Хорошо. Каков кармический урок вам предстоит пройти?
в рамках последующего периода. Ох, по 5 мечей. Не совсем хорошая карта, но сейчас будем прояснять. 5 мечей, значит, ну, я говорю, как оно есть. Это все равно карта военных действий, это боевых действий. То есть у кого-то это как выжидать этот период. У кого-то, уж простите, но сейчас даже дотяну, чтобы это наверняка было, на секундочку. Вот видите, 5 мечей и 10 пентаклей. Это могут кого-то мобилизовать из родственников. Если не брать во внимание вопросы войны и мобилизации, то 5 мечей и 10 пентаклей – это конфликтные ситуации внутри семьи, отсечение взаимоотношений. То есть вы можете прекратить общение, не знаю, там, с отцом, братом, мамой, сестрой, кем угодно. А у кого-то на повестке дня, сейчас хочу даже дотянуть, прояснить этот момент, но может быть развал личных отношений. По той самой причине, но это в большей степени касается мужчин, что вы не готовы нести официальную ответственность, юридическую ответственность. А для женщин это, взвесив все за и против, вы понимаете, что здесь нет смысла терять свое время, потому что человек не может вам дать и предложить того, к чему вы стремитесь. Ну, если это вопросы, поскольку у нас ложится 5 мечей, 10 пентаклей, раздела имущества, то раздел, который будет идти с очень большими конфликтами. Но не пытаться переменить силу, не пытаться каким-то образом воздействовать морально. По аркану правосудия, еще раз повторю, все по букве закона, иначе вы потеряете больше, нежели стараетесь приобрести. Хорошо. Что вам будет помогать в этот период? Ну, по рыцарю Пентаклей, то, что в любом случае у вас будет стабильность, у вас, вот видите, есть запас, то есть какая-то финансовая подушка безопасности, вам есть на кого опереться. Более того, вы чувствуете твердую почву под ногами, то есть перемены, даже если будут проходить, они не будут резкими, для вас не будут пугающими, то есть это ситуация, которая развивалась медленно, к этому все шло, то есть вы к этому будете готовы, это не будет как-то внезапно. То есть это выверенное решение, к которому вы шли длительный период. Что будет мешать? Ну вот это ваша позиция. Видите, 4 пентаклей. Удержать любыми путями. Например, если это вопросы отношений, то навязывать кому-то эти отношения, пытаться человека удерживать, хотя вы понимаете, что человек вам отравляет жизнь, вы ему отравляете жизнь. Если это вопросы раздела имущества, неважно, там наследство или просто вы разводитесь, не жадничать, потому что, еще раз говорю, по карме здесь потом прилетит, вы можете потерять то, что отсудите. И если это вопросы взаимоотношения с близкими, не то чтобы не держаться за это общение, не навязывать свою точку зрения, знаете, как дать свободу. Иными словами, если перефразировать, это не цепляться за кого-то, за чье-то мнение, не пытаться удержать и, соответственно, понимать, что, возможно, пришло время отпустить даже общение с родственниками, либо если вы разъезжаетесь, допустим, жили в одном доме под одной крышей, у каждого меняется свой жизненный путь. Так, хорошо. Смотрим, от чего вам нужно будет освободиться. От чего? Ну, по королеве чаш. Во-первых, от излишней эмоциональности, от излишней гиперопеки, от излишней в чем-то эмоциональной неустойчивости. И повторюсь, вот вы все эмоции, видите, держите в этой чаше. Научитесь озвучивать свои мысли и переживания. Не носите их в себе. Почему? Потому что вот это потом обернется вам как снежный ком, какими-то проблемами, невыясненными разговорами, ссорами, стычками. Еще для кого-то, если меня смотрят мужчины, то королева чаш может указывать, знаете, как избавиться от любовницы, от связи на стороне. Для некоторых это травмы детства, то есть проработка через психолога, через вопросы гештальт-терапии. То есть для многих будет актуальна эта ситуация. Так, чего вы сможете достичь?
Чего вы сможете достичь? Да, для вас это будет болезненное окончание периода, то есть разрыв отношений, но вместе с тем освобождение. Потому что, смотрите, идет рассвет, новый восход, новая жизнь, и у вас новые возможности, за которые вам нужно ухватиться. То есть если кто-то сетовал, что распадаются там отношения, семья, вы что-то теряете, на самом деле для вас это будет лучше, это будут новые перспективы. Или кто-то переживал, что его сократили, вы потеряли работу. Смотрите глубже, то есть вы получите гораздо больше, нежели за то, за что вы держитесь. Или для кого-то будет болезненным разрыв общения с родственниками. Знаете, как потеря поддержки, эмоционального сближения. Но это вас делает более самостоятельным, более сильным. То есть человеком, который способен на новые свершения. И совет. Совет по всей этой ситуации. Давайте с вами посмотрим. По аркану мир. Ну, то есть, если вы будете следовать совету карт, рекомендациям арканов, это легкость, это перемены, это завершение старого цикла, это переход на новый цикл, на новый жизненный уровень. Для кого-то это вопросы поездок, переездов, смены места жительства, иммиграции. Для кого-то зачатие, деторождения. Вместе с тем легкость. Почему? Потому что вы получили то, что хотели. Для некоторых, опять же, это реализация себя. Причем реализация, знаете, как получить работу, от которой вы действительно получаете удовольствие. Опять же, работа дистанционно или бизнес дистанционно. Бизнес глобального формата, то есть на весь мир. То есть для вас это расширение возможностей. Или если у вас не было возможности по ряду причин работать, вы все время работали, а хотелось путешествовать, то это открыть для себя новые горизонты. Путешествия, общение, перемещение, новые социальные контакты, легкость жизни. Вот то, к чему вы все время стремились. Вот такой у вас период, непростой, но тем не менее расклад показывает, насколько значимо вы вырастете за это время, с сентября по февраль. Работы предстоит много, период действительно будет непростой, но для вас значимый, потому что именно после этого периода в вашей жизни поменяется фактически все. Если не многое, точнее, если не все, но многое однозначно, потому что здесь карта указывает на то, что, знаете, как откроется информация, к которой вы, может быть, и не были готовы, но, тем не менее, информация, которая будет вам во благо и позволит вам раскрывать свой собственный потенциал. Поэтому дерзайте, я уверена, у вас все получится. Вас благодарю за просмотр. Уверена, информация вам будет во благо. С вами не прощаюсь и до новых видео.